Всем привет, с вами канал Baltic Sails. Сегодня мы покидаем прекрасную марину Альбуфейра. Мы здесь посмотрели все. Даже еще ездили дополнительно во всякие парки, аттракционы и так далее. Вот, а теперь мы покидаем эту марину и поплывем в сторону Фаро. Там зайдем в речку и остановимся на якоре. Сколько-то времени там проведем. У нас там кое-что заказано в магазин недалеко, и оно уже пришло, поэтому вероятнее мы отстоим там на якоре, съездим на деньги в этот магазин, погуляем чуть-чуть и уже отправимся в Испанию. Португалия на этом закончится. Собственно говоря, марину мы покинули. Альбуфейра вот удаляется от нас. Я не снимал, там довольно-таки узкий вход и выход. И нужно расходиться постоянно с всякими катамаранами и так далее. Там туристов катают постоянно, скоростные лодки залетают. Ну и волна тут с разных сторон от скоростных лодок. Так что мы сейчас немножко подотойдем отсюда, и должно быть покомфортнее. Ветра пока нет, но в прогнозе он вроде как был. Ну, не знаю, прибрежное плавание, оно такое. То ли будет, то ли не будет ветер, увидим. Веля сейчас смотрит мультики. У нас уже сколько там прошло? Полчаса идем. Так вот, полчаса уже идем. Веля смотрит мультики в большой каюте, а Вероника пытается сейчас уложить Витю на дневной сон. И, короче, не получается, потому что привык он засыпать сосочкой, а сосочку мы потеряли. У него было 3 соски, и все они потеряны. Они специальные такие. В Португалии их, короче, не купить, только заказывать нужно. Ну и вот она там борется. А он, знаете, когда с коляской гуляем, он постоянно то шапку выкинет, короче, то соску выкинет на землю. И большую часть времени мы замечали, подбирали, либо как бы посторонние люди, прохожие обращали внимание и приносили соску или шапку. А вот тут настал такой момент, когда, короче, потерялась последняя соска. Он ее выкинул и теперь вот пытается заснуть без соски. Ветра нет, вот всего около 5 узлов сейчас дует с правой стороны, но оно то дует, то вообще не дует. Я грот даже пока чехол не снимал, потому что если вдруг его и не будет, то зачем это делать? А если появится, тогда буду снимать. Ну и, в принципе, хорошо. Мы сейчас идем на моторе, 6,5 узлов где-то. Нам нужно сжигать это топливо, потому что этому топливу скоро уже исполнится 12 месяцев, что вообще нехорошо для дизеля. Да, я добавлял присадку, чтобы разжижать немного старое топливо, но все равно лучше его сжечь скорее и залить уже свежее. А 12 месяцев это потому, что я заправлялся еще до 2-х родов и до сих пор еще используем это топливо. По пути интересного особо ничего нет. Море сегодня спокойное, и в принципе это как раз помогает нашему комфорту, так как ветра тоже нет. И мы хотя бы стабильно плывем без ветра. Если бы волны были больше, тогда бы нас качало бы, а стабилизации от ветра бы не было. Ну вот у нас тут постоянно плывем параллельными курсами с соседом. Они, видимо, туда же плывут, куда и мы. Приятно, когда есть АИС и видно направление. А вот, например, у той лодки АИСа нет. Поэтому постоянно нужно за ней следить. И вообще непонятно, она на нас движется или от нас. Здесь по берегу все время одинаково, все просто, как и все остальное. Пляж, 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 пляж в Португалии. Песчаный пляж. Нам осталось уже идти чуть меньше часа, и мы будем заходить сейчас вот там в речку, где и встанем на якорь. С левой стороны у нас будет город Фаро. По речке можно будет на динге туда сплавать. А с правой стороны там другой город, он как-то сложно называется. Ну и там еще будет очень много разных небольших островков.
И также при отливе будет появляться земля, такая, знаете, жижа, по которой очень любят ходить фламинго. И они там бывают, но так как они здесь живут в естественной среде, поэтому они там могут быть, а могут и не быть. Надеемся, что те моменты, когда мы будем проводить там, на якоре, кругом будут вокруг нас гулять фламинго. Все, в речку мы заплыли. Там, в принципе, несмотря на то, что сейчас как раз меняется течение из океана в речку наоборот. Турбулентность воды, естественно, там течение в разные стороны. При входе надо быть аккуратнее. А вот если еще и погода неблагоприятная, там волны, все дела, все, то вообще, наверное, жопа. Хотя я видел там жопа при входе, когда погода так себе. Есть видео на ютубе. Ну, сейчас вот выбираем якорную стоянку, либо здесь, либо там как раз правее, потому что нам оттуда будет ближе двигаться на Динге. Но сейчас посмотрим, там какие-то парусники заходят, возможно, они в марину идут, а нам нужна бы якорная стоянка. Собственно говоря, мы уже тут якорь кинули, покушали, уже отдыхаем. И вот закат. Якорная стоянка. В этом новом прекрасном месте. Сегодня отдыхаем, а завтра поедем в город. Мы отдохнули, наступил следующий день. Вот мы сейчас собираемся плыть в город Ольян. Он где-то там находится. А мы, кстати, остановились на якоре вот как раз между городом Ольян и островом Кулатра. Здесь много разных островов на отливе появляется. Ну, на Google Maps выглядит все очень красиво, но в реальности это просто как бы смотришь и везде суша. Непонятно, что это острова. Так что мы сейчас двигаемся. У нас есть задача забрать посылку и погулять по городу. Доплыли мы до марины Ольян. Здесь есть такой вот плавающий понтон. И в марине, по идее, надо зайти сейчас, договориться с ними, потому что час, насколько я знаю, стоит где-то 3 евро. Мы не знаем, сколько часов мы будем, где. Ну вот надо договориться, что мы типа тут нормально все. Есть еще места, где можно остановиться. Там за этой мариной есть рыбацкий порт, и там можно встать тоже. Но там нужно подниматься по лестнице и привязывать динги сразу с учетом прилива-отлива. То есть вы можете прийти, у вас динги будет либо висеть, либо утонет как-нибудь, потому что вода вверх вытянет, а вы привязали, не оставив запаса. Короче, там надо подниматься, нам это неудобно, у нас вот такой вот автобус, куча вещей, поэтому сейчас в марину и все. В общем, взял я на 5 часов место, и стоило это 15.38. И предупредили, что в последний раз такое, что если в следующий раз приедем, надо оставлять деньги до 6:30 максимум. А мы приехали где-то вот только в 4. И я просил, чтобы подольше было. И вот мне там вот сказали, что к охраннику подойти, он должен будет открыть нам в целях исключения. А так старайтесь приехать вовремя, сказала. Название города тяжело запомнить данного, потому что пишется оно как Ольхао, а читается как
Ольян. Со своими заморочками. Да, и, кстати, это последняя точка в Португалии наша. Мы, в принципе, там стоим на якоре ближе к острову. И, возможно, если мы не завтра уплывем, а в другой день, то мы на остров, наверное, тоже заплывем. На самом деле здесь островов очень много разных. Ну, такое неплохое место, чтобы постоять на якоре и изучить все. Но мы пока точно не знаем, будем оставаться здесь на подольше или рванем дальше. А заезжали мы сюда, чтобы забрать вот эти вот кресла, автомобильные кресла для детей. У нас сейчас люльки, но в люльке уже они плохо помещаются, и это неудобно, потому что спина согнута в ней постоянно, а кресла уже для более взрослых детей. И у нас они часто сидят в переходах, пристегнутые, когда нужно нам, например, что-то серьезное сделать, там зашвартоваться или отшвартоваться. Мы их пристегиваем. И вот теперь это у нас будет замена наших люлек. И также, естественно, когда мы берем машину в аренду, они тоже будут нам помогать, так как можно прицепить сзади их изофиксом и посадить туда детей. Видите, на место занято в коляске, поэтому ему надо идти до Динги пешком. А вот так вот выглядит 3 метра и 10 сантиметров лодка. Короче, с коляской. И мы еще куча там всего. Пакет с магазина. И еще 2 вот это автокресла пришли. Ну и дети тоже. Я тут с краешку на жердочке сижу, короче. Нам 5-метровый Динги, короче, уже нужен, судя по всему. 12-метровый. Все, мы на месте, лодку разобрали. Вот такой вот у нас тут бардак. Сложно это назвать бардаком, потому что это просто вещи, а место, короче, заканчивается. Вообще его больше нет. Люльку мы будем выкидывать, вторую люльку тоже, скорее всего, будем выкидывать. Ну и вот, когда в следующий раз в Эстонию полетим, скорее всего, без этой коляски уже вернемся. Купим что-то такое, типа скелета такого тоненького, который складывается вообще в ноль. Ну, а эти 2 байды вот теперь будут у нас, они будут для машины и в лодке здесь просто, чтобы привязать можно было детей, чтобы они обездвижить их, скажем так. А самое главное, я вам не показал, у нас такой вот закат. Красота просто неимоверная. Сегодня уже другой день, мы собирались уже уйти в Испанию, но Витя сегодня нам устроил интересную ночь, и как бы мы в итоге проспали весь день. И сейчас вот под закат мы выбрались, как раз рядом стоим с островом Кулатра, и выбрались сюда прогуляться, посмотреть. Говорят, что он красивый, и увидим сейчас своими глазами это. Видите, прилив, и вот сейчас вода с океана идет. Прям невооруженным глазом видно. И скоро заполнит здесь все, короче, и этот мостик будет в воде. Если вас интересует, что у меня с лицом и что вот это такое над бровью, то это я вчера пытался снять для вас красивые кадры дроном на якоре и как бы пытался потом поймать дрон
с кормы лодки. Но, как вы понимаете, это непростая затея, потому что на якоре корма лодки двигается. Одним стиком вам нужно корректировать положение дрона, а вторым стиком нужно опускать его вниз. И чтобы отключить моторы, то тоже вот левым стиком нужно сжать 5-7 секунд вниз, когда вы уже схватили рукой. Но проблема-то в том, что руки две, а на лодке еще нужно держаться за что-то. И вот получилось так, как получилось. Буду думать над другими способами посадки. Это первая часть рассказа. А вторая, вы получаете в Ютубе красивую картинку, на ней наложена музычка, и вот так вот дрон летит, там, значит, закат, яхты, катамараны, все очень красиво, вы получаете эстетику. А за кадром остается мало того, что вот этот шишак на голове, так еще и ор дикий просто, крики, истерика детей, потому что, ну, закат, значит, пора баю-бай, спать. Поэтому, ну, было бы прикольно, конечно, но в телеграм-канале я пощу все эль натурель, как оно есть на самом деле. Подписывайтесь. Ну и, конечно, пока там вот этот ор был, мы там пока разбирали детей, сам закат я не успел снять. Я уже поднялся дроном в небо, когда солнце зашло. Но все равно, думаю, получилось красиво. Но мы потихонечку собираемся покидать место Алян. Вчера сильно дуло. Хотели тоже покинуть, но не успели до момента, пока раздуло. Плюс еще на низкой воде нужно было выходить из выхода. Не хотелось этого делать. Сейчас высокая вода, и мы вот будем стартовать уже, надеюсь, в Испанию. Здесь сейчас такая ситуация, что в определенное время начинает сильно дуть, слишком сильно дуть. Поэтому мы хотим вот уйти с этого места до момента, когда дуть начнет, и прийти в следующее, что, скорее всего, не получится, но ладно, там уже будем по ситуации заходить, как что будет. Ну вот и все, стартанули, наше якорное место, прощаемся с ним. И сейчас будем выходить из речки. Ну вот, выход уже. И когда мы заходили, здесь были круговороты, течения просто в разные стороны. Нужно было постоянно отлавливать лодку. А сейчас выглядит все довольно-таки спокойно. Но там вот немного бурлит все при самом выходе, когда речка встречается с океаном. Но это не так, как было на заходе. На выходе все-таки были там встречные волны, немного покачало, но терпимо. Если бы погода была вообще нехорошей, тогда было бы нетерпимо. Но сейчас у нас такая вот ситуация. Ветер, короче, около 8 узлов по левую сторону от нас. Я пока не открываю паруса, потому что, во-первых, направление ветра должно сейчас измениться.
И, во-вторых, мне нужно оплыть по мелководью будет сейчас большую сетку, которая обозначена на карте. И как я только ее оплыву, тогда я уже буду открывать паруса, если ветер останется. Это совсем немного, там 20 минут, поэтому мне смысла нет сейчас поднимать, потом опять спускать, все менять, так как я там 2 раза курс изменю. Якорная стоянка между островом Культара и городом Алян. Вполне себе спокойная, хорошо там комфортно стоится. Где-то я до прибытия туда читал, то ли в Навели, то ли в Навиониксе, комментарии от одного человека, что там вот на этой якорной стоянке злые, короче, местные гоняют по полной. Там вообще просто специально мешают, без уважения там и так далее. И просил бойкотировать эту якорную стоянку. Но мы когда прибыли, вся она была полная, естественно. И нам, в принципе, ничего не помешало. Да, они там гоняют, но там эти морские такси, как бы, и рыбаки, они торопятся, это их работа. Поэтому, ну, не вижу в этом ничего плохого. Стояли мы вполне себе комфортно. Не сказал бы, что нас там качало. Если сравнивать с Портиманом, где мы стояли на якорной стоянке и там туристов катали, вот там вообще нас болтало, как не знаю кого. А здесь, рядом с островом Культара, все было хорошо. Так что что-то кажется, как будто он наговаривает там. Сейчас мы вот уже сколько там, полчаса в пути. Ветер 8 узлов, но он уходит как бы к 30 градусам. Поэтому, в принципе, хорошо, что я не открыл паруса, потому что я сейчас буду поворачивать налево, и тогда ветер уйдет в ноль. И потом, когда я вернусь на курс, тогда уже буду смотреть, что там останется от ветра. По пути он должен будет поменять направление и дуть сзади. И по приходу Каймонте, куда мы сейчас и направляемся, если все получится, там должно быть уже 24 узла. Но я думаю, что мы будем хороший темп поддерживать, чтобы успеть зайти пораньше, чем начнет раздувать, так как хотелось бы в марину пришвартоваться в хороших условиях. Там вот видите вдалеке парусная лодка. Мы выходили с ней одинаково. Но когда мы вот прошли это турбулентное место, они как бы открыли все паруса, заглушили мотор, а я не открыл паруса и так иду на моторе. И вот как вы видите, где они там. Ветер подсдулся, как мы ушли от входа-выхода в речку. И они вот там теперь превращаются в точку. Мы пока не хотим так время тратить, так как все-таки хотим успеть прийти в пункт назначения до того, как раздует ветер. Сейчас ветер уже ушел на правую сторону, 8 узлов где-то дует. Я открыл немножко Генуи, чтобы под острый угол. И грот я пока думаю открывать не буду, хотя я все подготовил. Мы сейчас вот идем и даже догоняем катамаран. Так что ход у нас неплохой, но и ветер, вот теперь все-таки, как я говорил, разворачивается. Он сейчас уйдет в корму и потом будет усиливаться. Вот как раз эти сетки, они огороженные, на карте есть. Если вы за ними обходите, то вы на большой глубине проходите этот путь. И там выше вероятность встречи с орками, чем вот здесь, с этой стороны, между сетками и берегом. Но так себе, конечно, выход, потому что проблема не решается с ними. А можно было бы просто выйти подальше от берега, врубить все, там, открыть паруса и идти на автопилоте. Но ситуация есть такая, как есть. Вы либо рискуете там, либо рискуете здесь. Здесь неприятно, потому что локальные явления, берег рядом, тут разные мысы, входы в речки, ветер меняется, и направление меняется, и как бы сила ветра меняется. Ну, а там было бы постабильнее и по волнам, и по всему. Но есть как есть, идем дальше. А вот еще одна сетка. Смотрите, какая она длинная-длинная. Там идет и уходит далеко прямо. Вот мы ее тоже обходим с внутренней стороны. Потому что иначе, как вы видите ее длину, я не знаю, на камере видно или нет, но дофига в океан нужно уходить, чтобы ее оплыть.
все, зашли в речку. С левой стороны у нас Португалия, справа Испания. Вход был так себе, мы все-таки не успели до того, как раздуло. Там по 24 узла дует, как видите, вон барашки. И вход, получается, там околометровая волна и периодичность 3 секунды. То есть она вот постоянная такая. А вам нужно ее по боку пускать, что не очень комфортно. Ну ладно, нормально. Чем мы жалуемся-то? Необычное место. Мы проходим сейчас, вот мы идем по речке. А здесь у нас Испания, как Вова сказал. Смотри, как у них там весело. Не знаю, видно или нет, но там все что-то летают, короче. Это Испания. А это Португалия. Круто, да? То есть вот Португалия, а вот Испания. А вот и флаг испанский. Круто, да? Наконец-то опускается португальский флаг. Вот Вова снял португальский флаг и теперь будет вешать испанский флаг. Привет, Испания! Hola, 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 amigos! Hola, hola! Зашвартовались мы в таком прекрасном месте. Это уже у нас Испания. Сейчас узнаем, сколько будет стоить для нас Марина. По предварительным данным 35 евро. Вот тут папочка с документами со всеми. Идем регистрироваться и гулять в город. В общем-то, заход в эту Марину практически всегда идет на течение. Мы заходили на низкой воде. И течение было достаточно сильным, то есть, чтобы вы понимали, я без мотора шел 3,5 узла здесь. И мне приходилось, чтобы сбросить скорость и медленнее плыть, так как мы искали место, куда нам нужно встать. Приходилось идти вперед на задней скорости. В итоге мы зашвартовались, и в принципе, когда вы знаете, куда вам конкретно нужно встать, визуально это все намного проще. Здесь довольно-таки широкое расстояние между понтонами, так что, в принципе, есть место для маневра всегда. Когда мы швартовались, были сильные порывы ветра и течения, но, как вы видите, в остальные дни, например, другие, здесь вполне себе комфортно. Можно это сделать. Но у нас выбора не было, мы вот пришли с порывами и с ними же и швартовались. Как вы помните, в Авелесе мы когда стояли, у нас были соседи на катамаране, Tailwind. И помните, как мы их провожали. И сейчас, смотрите, Hey guys. кто тут рядом.
в Аймонте, снова встретили Тайлвинд и снова провожаем. Ну, Вероника сейчас с детьми там, а вот я как раз провожаю их снова, и вероятно, что мы их увидим еще. А вот у нас и Тайлвинд, сам катамаран. Они постоянно его строят, ремонтируют. Скоро он будет как новый и станет еще больше. На příště. See you later. See you later. Is it enough depth here? Enough. Enough is enough. 2.8. Итак, чтобы скрыть камеру GoPro, в моем случае 10, я сейчас пробую вот ножом как раз здесь срезать герметик. То есть я засовываю нож таким образом и аккуратненько веду вот так вот. Это нужно делать аккуратно и достаточно много раз, по чуть-чуть. Собственно говоря, я открыл крышечку. Вот здесь, видите, все срезано. Использовав просто только вот этот нож. И теперь буду разбирать, как видите, все в соли, все тут выглядит так себе, конечно. Но я попробую оттереть все это спиртом, чтобы чистое было. И посмотрю, какие микросхемы. Ой, тут совсем все плохо, конечно. Смотрите, какая ржавая уже. Если что-то от микросхем сохранилось, то я соберу эту камеру обратно, заказав просто новые вот эти вот модули. А если я таких модулей не найду, тогда придется проститься с ней. В тот же день, как мы пришли в Аймонте и зашвартовались, нам поступили плохие новости из Эстонии. И сразу было понятно, что нужно, срочно лететь обратно в Таллин. Поэтому мы искали разные варианты, где оставить лодку. Но пришлось все-таки ее оставить там, куда мы вот зашли. К счастью, здесь 35 евро ночь стоит для нашей лодки. А вот скидки, например, на неделю или на месяц нет. Просто 35 евро за каждый день, неважно, сколько вы стоите. Смотрели разные варианты. Мы хотели до Малаги дойти, может успеть. Нам бы это где-то 3-4 перехода всего потребовалось бы, и мы бы уже там встали. Но нам ответили, что мест нет, они не смогут нас принять на месяц даже. Вот. Поэтому оставляем лодку в Аймонте и улетаем тогда с Фаро. То есть мы обратно вернемся в Португалию без лодки и оттуда улетим в Таллин. Сейчас в сезон тяжело найти место на долгую стоянку, а нам как минимум нужен месяц, потому что пока прилетим, пока туда, пока сюда, и вот уже и месяц прошел. Так что здесь мы особо ничего пока не успели прогуляться, что-то поснимать немножко, и все. Всем пока.